Добрый день, дорогие друзья. Люди очень часто спрашивают, каким образом приготовить вот тот самый содовый раствор, о котором я постоянно говорю. То есть я все время говорю, что у нас очень много проблем возникает из-за закисления внутренних сред. И рассказываю о том, что нужно, соответственно, уменьшать закисление. И один из самых простых способов осуществить это применение щелочных растворов. Вот щелочной раствор самый простой, который можно придумать, но ничем не хуже более сложных, делается из соды. Хотите реально понимать, что происходит с вашим телом и как себе помочь без таблеток? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь я делюсь уникальными методами самостоятельного восстановления здоровья. А если хотите полную картину, загляните в курс «Энциклопедия здоровья». Это 200 видеоуроков от доктора Божьего. Как работает тело, что делать при самых разных недомоганиях. Уроки по алфавиту. Нужная тема всегда под рукой. Ссылка в описании под видео. Сода – это соль, вы помните, натрий HCO3. Соответственно, для того, чтобы из соды, которая соль, приготовить щелочь, натрий OH, нам нужно, чтобы эта соль соединилась с водой. Натрий HCO3 плюс H2O равно натрий OH плюс CO2. То есть реакция соединения соды с водой, появляется щелочь и выделяется углекислый газ. Сейчас самое время разобраться в этом. Давайте продолжим. Вот как это все происходит. Реакция химическая. То есть мы из соды, вот копеечной соды, которая стоит там 30 рублей, полкилограммовая пачка, да, вот, мы приготавливаем щелочной раствор. Эту полкилограммовой пачки вам хватит на бог знает сколько времени, на полгода, а то и на год. Вот. Потому что этот щелочной раствор, который вы приготовили, он годится до тех пор, пока не высохнет или пока вы его не используете. Вот. Поэтому очень-очень длительное действие. Хранить его в холодильнике не нужно. Он не портится при комнатной температуре на столе. Ничего с ним не будет. Приготавливается он для того, чтобы восстановить щелочность наших внутренних или наружных сред. Вот, то есть применение щелочного раствора, я говорю, можно держать его во рту под языком. При запорах его можно пить. При внутреннем закислении им можно обмазываться снаружи и так далее, и так далее. При расширении капилляров, при отложении солей в стопах и в голенях можно делать наружное обертывание с этим щелочным раствором и так далее, и так далее. То есть его можно применять многими совершенно разными способами. Это то, что вы искали. Держитесь, ведь впереди много интересного. Как его приготовить? Технология приготовления для всех способов его применения одна и та же, элементарно простая. Вот ее сейчас вам и рассказываю. Берете неполную чайную, не столовую, а чайную ложку соды, неполную, значит без горки. Вот. То есть набрали соды, горку срезали, все, вот это неполная чайная ложка. Насыпали в стакан и заливаете этот стакан кипятком. Полный стакан кипятка на вот эту неполную чайную ложку соды. Как только кипятком заливаете, начинает выделяться углекислый газ. Этот раствор закипает. Берете ложечку, размешиваете, чтобы он вышел этот углекислый газ весь. Как только он перестанет выходить, углекислый газ, все, раствор опять прозрачный, все, раствор готов к употреблению. Единственное, что он кипяток, то есть он горячий, вы можете его остудить и потом применять. Вот. Но если хотите, можно применять и кипяток, пожалуйста. Вот как это все делается. Один только нюанс. Для того, чтобы вот эта реакция произошла, соединение соды с водой и появление щелочи натрия OH, нужно, чтобы вода, которую вы заливаете, была горячая, очень сильно горячая. Почему? Потому что вот эта реакция соединения соды с водой идет только при температуре выше 90 градусов по Цельсию.
То есть вода должна быть кипятком. Когда вы кипятком заливаете, начинает выходить углекислый газ, вот она забурлила, все, размешиваете, все, значит, вы правильно все сделали. И тогда тот раствор, который у вас получили, будет уже не содой, содовым раствором, а будет щелочью, натрий OH, раствором щелочи. Водным раствором щелочи. Если вы хотите достичь лучших результатов, вот что нужно сделать дальше. Один только есть нюанс. Если вы вот так вот в стакане, которым развели, и храните, вот, вы можете пользоваться там понемножку, во рту держать каждый раз после еды и так далее, и так далее. И если он у вас стоит в открытом виде в стакане долго, к сожалению, вода имеет свойство испаряться. Вот. И тогда где-то через 5-7 дней, соответственно, щелочность этого раствора будет увеличиваться, усиливаться, потому что вода-то испаряется. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления здоровья. А если хотите не просто слушать, а действовать, попробуйте наш курс «Упражнения для здоровья». Это простые, но мощные практики для суставов, мышц, головы, шеи, всего тела. Бонус – комплекс растяжек. Уроки онлайн, доступ навсегда. Ссылка в описании под этим видео. Значит, либо вам там через неделю туда добавить еще немножечко воды, вот, чтобы уменьшить концентрацию щелочи, потому что щелочь, к сожалению, это вещество, которое, как и кислоты, в очень сильной концентрации может вызывать ожоги. Поэтому, чтобы не сжечь себе там тело или ротовую полость, нужно либо держать в закрытой бутылке, чтобы вода не испарялась, либо, если в открытом стакане, то через неделю, если вы не использовали этот раствор, нужно немножечко воды туда добавить, уменьшить концентрацию вот этой щелочи. Вот, дорогие друзья, как приготавливается щелочной раствор и как им пользоваться. Еще один раствор, который я тоже достаточно часто употребляю и рекомендую, это так называемая зеленая водичка. Вот, что это такое? Это питание для наших внутренних органов и для всех тканей. Может использоваться просто как питание. Почему? Потому что в этой зеленой водичке будет огромное количество нужных, просто необходимых нашему телу витаминов и микроэлементов, что еще важнее. Вот. Особенно в этой водичке очень полезное свойство, в ней есть хорошо усваиваемый кальций, то есть кальций в хорошо усваиваемой форме. Кроме того, эту же водичку рекомендуют для повышения питания сердца. Но бывают ситуации, когда сердце слабенькое или относительно слабенькое, то есть при какой-то повышенной нагрузке на сердце, она, не хватает ее силы сокращения. Вот для того, чтобы усилить мышечную работу сердца, тоже можно использовать вот эту самую зеленую водичку. Пожалуйста. Что это такое и как она приготавливается? Элементарно просто. Берете любую зелень, то есть любое растение зеленое, но кроме ядовитых, конечно. Ядовитые не надо. Вот. Что это может быть? Это может быть трава, это может быть листва, это может быть хвоя. Пожалуйста, все, что хотите. Берете 2 горсточки, в народе называют жменька, да? Вот 2 горсточки берете зелени, бросаете в стакан, в кружку, и берете блендер и размалываете блендером эту зелень так, чтобы они были не кусочки мелкие, а чтобы каша была. Однородная зеленая каша. Вот настолько. Можно туда чуть-чуть водички добавить, так лучше будет. Вот то, что сама зелень может быть достаточно сухой, и в кашу она не превращается. Тогда чуть-чуть водички добавили, и тогда размалываете ее блендером до состояния каши. После этого берете стаканчик водички, наливаете в эту кашу, взбалтываете и отжимаете. Жмых вот этот можно выбросить, а вот эту оставшуюся у вас зеленую водичку нужно выпить. Только выпить ее надо сразу же. Да? Больше 2 часов она в себе все полезные свойства не хранит. Поэтому как только сделали, сразу выпиваете. Не надо делать ее заранее. В какое время будете ее пить? Утром, днем, вечером, перед едой, после еды? Без разницы. То есть здесь все остальное значения не имеет. Важно одно. Стаканчик вот этой зеленой водички в день выпивать. Каждый день по 1 стаканчику вот этой зеленой водички. Что это дает? Во-первых, это помогает лечению, усилению мышцы сердца и лечению всевозможных аритмий сердечных. Во-вторых, в этой зеленой водичке, как я уже сказал, находится кальций в хорошо усваиваемой форме. Поэтому с помощью употребления этой зеленой водички
лечится, излечивается такая неприятная вещь, как остеопороз. Вот. Но только сразу хочу сказать, напомнить, что причиной остеопороза является ненормальная работа яичников. Поэтому, если вы собираетесь пить зеленую водичку каждый день всю жизнь, тогда, конечно, можно яичники не лечить. Вот. Но если вы хотите там за 2-3 месяца остеопороз убрать, и чтобы он потом больше не возвращался, тогда нужно, помимо того, что пить зеленую водичку, нужно еще восстановить, нормализовать работу яичников. Это тоже нужно четко понимать. Ну и для восстановления, я говорю, хорошего питания наших всех тканей, всего нашего организма, эта зеленая водичка тоже дает очень много. Потому что там все микроэлементы и все витамины, которые нужны нам для нормальной жизни и деятельности. Вот это второй раствор, который я часто употребляю, и, соответственно, как его приготовить. И третий раствор, на который я тоже нередко даю ссылочку, этот раствор употребляется в основном для профилактики и лечения всевозможных проблем, болезней, инфекций носоглотки. Вот. В принципе, его можно применять в любое место, но это именно противоинфекционный раствор. Это универсальная такая вещь, которая лечит все вирусы, все бактерии, все грибки и всех паразитов. То есть вот никто из чужих форм жизни, которые в нас живут, никто не переносит вот этот раствор. Это тоже раствор может храниться вне холодильника сколько угодно долго. Единственное только, чтобы он не высыхал, надо хранить его в каком-то закрытом сосуде. Вот в какой-то бутылочке, которая закрывается. Значит, что это за раствор и как он приготавливается? Берете 10 горошин черного перца, берете 10 лавровых листочков и 10 бутончиков гвоздики. Заливаете все это 300 миллилитрами воды и добавляете туда половину чайной ложечки соды. И ставите на огонек. Доводите до кипения и 10 минут варите, чтобы 10 минут у вас это все кипело. 10 минут прошли, вы выключаете. То есть все по 10 и 10 минут. Поняли? Выключаете, остужаете, процеживаете, то есть все, что там можно вылить, а вот эту коричневую водичку наливаете в какой-то вот флакон, и она у вас стоит. Как только возникает какой-нибудь насморк, ложитесь на спинку и по 1 миллилитру этого раствора заливаете в каждую ноздрю. Размазали и секунд 20-30 так на спинке продолжать полежать, чтобы этот раствор растекся по всей слизистой носоглотке. Потом встали, и у вас начинают сниматься отеки и отходить вот эта вся гадость, которая там есть, она начинает высмаркиваться. 5, 10, 15 минут высмаркиваете все это, и все, ваш насморк прошел давным-давно. Точно так же можно лечить с помощью этой водички гаймориты, синуситы, всевозможные фронтиты. Вот. То есть все пазухи носовые, они тоже, их воспаление тоже можно лечить с помощью этого раствора. То есть в основном это антисептик. Да? Можно его наносить на кожу снаружи. Можно его пить внутрь, пожалуйста. Если у вас те же самые глисты, то тоже по столовой ложечке этого раствора можно выпивать. Но лучше тогда его немножечко разбавлять водой. Вот, ну, где-то 1 к 1 или 1 к 2. Вот, дорогие друзья, то, что я хотел вам рассказать про те растворы, о которых я очень часто упоминаю. Вот, и почему-то люди никак не могут найти, как их приготовить. Вот поэтому все вместе собрал вот в один ролик, все записали. Вот, и теперь просто смотрите. Так ролик и называется «Как приготовить полезные растворы». Благодарю вас. Всего доброго. Будьте здоровы. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк. Тогда и другие люди будут видеть его больше. А я жду вас в клубе «Школа здоровья». В нем вы научитесь справляться со своими заболеваниями самостоятельно. Ссылка в этих видео.